Приветствую, земляне! Меня зовут Балакиров Иван, и я занимаюсь производством анимационных видео и другого цифрового контента. Иногда по долгу службы приходится создавать анимированные GIF-изображения. Ранее для этой цели я использовал графический редактор Крита. Это было сопряжено со многими трудностями, так как приходилось проделать кучу операций, чтобы получить одно анимированное изображение. А если нужно сделать десятки или сотни, масштаб трагедии даже и представить страшно. И вот однажды я заметил, что обратил внимание, что Крита использует стороннее приложение FFmpeg, и решил, как бы это использовать иначе. Так родилась идея создать собственное приложение для пакетной конвертации. Требования были просты. Возможность конвертирования непосредственно изображения и видео, возможность сохранить задания на жестком диске для повторного использования, например, когда необходимо внести правки в проект и переделать результат. И, чтобы было это максимально быстро делать, не тратить много своего драгоценного времени. Итак, спустя несколько месяцев разработки на свет появился GIF Builder. Некоторым он уже известен, так как был выпущен еще в июне прошлого года. О нем я писал статью на Хабр и делал некоторые коротенькие видео. Их можете найти на моем канале. Итак, приступим к демонстрации. Итак, интерфейс программы сделан по классическому шаблону. Слева у нас имеются кнопки для управления проектом, создать новый, открыть существующий. Эта кнопка позволяет быстро открывать уже ранее созданные проекты, ну и кнопка сохранения. Так, для использования приложения нужно произвести первоначальную настройку. Так, по сути, эта программа просто графическая оболочка для FFmpeg. И для его использования нам нужно скачать это приложение. Так, для начала выберем интерфейс на русский. Так, нажав на эту кнопку, будут предложены некоторые ссылки, по которым можно перейти, чтобы скачать сборку. Скачивайте, распаковывайте. С чем нажатие на кнопку определяет пути к исполняемым файлам. Так, важное уточнение. В моем случае поиск прошел быстро, так как путь к этим файлам был прописан в переменной окружения операционной системы. Если же это не сделано, то программа предложит выбрать место, где будет произведен поиск исполняемых файлов. Так что имейте это в виду. Так, пройдемся по остальным настройкам. Папка сохранения по умолчанию. Здесь будут сохраняться результаты у новых заданий в этой папке. Так, выберем ее. Так, выберем уже существующую. Здесь будут сохраняться все новые задания. Так, звуковое уведомление. Пожалуй, мы это пропустим. Кому интересно, обратитесь к руководству пользователя. Так, частота кадров. Это значение будет применено ко всем новым заданиям, которые используют список изображений в качестве исходных материалов. Зацикленная анимация по умолчанию. Если установлено, то все новые задания будут иметь этот параметр активным. То бишь, анимации будут воспроизводиться по кругу. Так, пожалуй, закончим настройки на этом. Так, создадим задание. Выберем видеофайл в качестве исходного материала. Здесь отображается краткая информация об источнике. Здесь диапазон кадров, который будет задействован. И путь и имя файла результата. Так, установим желаемые значения. Так, частота кадров можно изменить, так как у нас уже это видео, оно уже имеет собственную частоту кадров. Так, масштаб в процентах – это размер изображения. Если на 100% будет результат будет иметь разрешение, как у исходников. Если 50%, то в 4 раза меньше. Общее разрешение. Уточняю. Так, максимальный размер файла. В некоторых случаях нужно ограничить размер результата. Для этого нужно просто указать желаемое значение. И он не будет его превышать. Или будет равен, если такое случится. Если 0, то функция не активна. Так, имейте в виду, что для этого производится несколько конвертаций до 5 раз. И это может сильно замедлить процесс конвертации. Так, зацикленная анимация, уже упоминали об этом. Так, настройки фильтров. Честно сказать, не разбирался в этом вопросе, так как данные настройки меня вполне удовлетворяют. Если интересно узнать подробнее, обращайтесь к документации FFmpeg. Так, можно сохранить настройки по умолчанию, которые здесь установлены. Они будут применяться ко всем новым заданиям автоматически. Так, добавим это задание в общий список. И создадим еще задание. И в качестве исходников выберем список изображений. Зададим другое имя, чтобы
Оно было в результате не перезаписано. Так, жмем добавить и закрыть. Так, у нас имеются уже два задания. Мы можем изменять местами с помощью этих кнопок. Так, редактировать, удалять, соответственно. Так, еще есть дополнительные опции. Нажатие правой кнопкой мыши называется контекстное меню. Так, можно перейти в папку с исходником. Папка сохранения еще. Да, она существует, и мне нужно перейти, но результатов пока еще нет. Так, в общем-то, пожалуй, и все. И вот еще есть главная фишка этого обновления. Как вы заметили, с помощью диалогового окна довольно долго создавать изображение. И я добавил функцию Drag and Drop. Теперь можно просто перетащить видеофайл, папку с изображениями, либо список изображений, и задание будет создано автоматически, используя те параметры по умолчанию, которые мы установили ранее. Так, пожалуй, для демонстрации сконвертирую пару изображений. Так, этот параметр. Угу. Если это установлен, то это задание будет обработано. Так, еще одна фишка. Некоторые параметры можно редактировать прямо отсюда. Кроме вот этого. По техническим причинам это было ограничено. Так, ладно, пожалуй, все я рассказал. Приступим к конвертированию. Так, задание выполнено. Посмотрим на результат. Вполне приемлемо. В общем, как и всегда. Так, ну вот, пожалуй, все. Еще хочу отметить, что отныне исходный код этого проекта будет доступен всем желающим. Ссылки на GitHub будут в описании. И на данный момент сборка этой программы доступна только на Windows. Но так как проект написан на Python PySite 2, в теории он может быть работать и на других платформах. Если кто желает сделать сборки или адаптировать код, пожалуйста, пишите мне или делайте запросы в GitHub. Рассмотрим. Итак, пожалуй, у меня на этом все. Еще да. Если найдете баг или какие-то предложения будут, хотя я не думаю, что в дальнейшем буду поддерживать это приложение, так как меня уже почти в нем все устраивает. Разве только что баги могу пофиксить, если такие возникнут. Сообщить об этом можно, нажав на кнопку обратной связи. Так. Ну вот, пожалуй, все. Всем удачи и пока.